Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Сегодня у нас с вами очередная передача «В гостях у внутреннего мира». И с вами тетя Оля Демчук. Приветствую вас! И сегодня я пришла с белым и пушистым капшучком к вам. Этот белый и пушистый пенальчик будет символизировать как раз нас, белых и пушистых. Сегодня речь пойдет о близости. Я думаю, каждый из вас может вспомнить момент, когда с самыми близкими людьми мы начинаем отдаляться. То есть мы не ощущаем этой близости. Как будто у нас внутри что-то происходит, пусть пока это будет X, непонятно, что происходит, и от этих процессов мы начинаем отдаляться. Точно такие же процессы могут быть и у наших близких. У них что-то происходит, и мы чувствуем, как они отдаляются. И это отдаление нам достаточно сложно воспринимать как их внутренние процессы. Что-то происходит у них внутри. Потому что мы не присваиваем то, что происходит у нас внутри. Вот давайте вспомним, почему появлялась отчужденность по отношению к близким людям. Наверное, что-то накапливается внутри. Накапливается какое-то раздражение, и это не высказано, не прояснено с другим человеком. И из-за этого ты не можешь с ним как будто быть в психоэмоциональной связи. Ты что-то варишь про него внутри. И если случается скандал, это все выплескивается, и люди опять начинают ощущать близость. То есть то накопленное внутри, оно получило выход, пространство внутри очищается, и мы опять близкие. Я думаю, что вы не раз замечали, что в скандалах возникает близость. У некоторых людей только в скандалах она и возникает. Только в скандалах они настоящие. А так они притворяются не собой. И многие люди бессознательно, они провоцируют скандалы для того, чтобы ощутить эти моменты близости и ощутить себя свободным в этом скандале. То есть как будто наша психика бессознательно ищет поводы для того, чтобы войти в этот скандал. В этом скандале она как будто набегалась, нагулялась, она была свободна, она уже не притворялась, не делала вид. И какое-то время это существо может спокойно побыть в мире с другим человеком. И эта отчужденность у нас происходит именно с близкими людьми. С далекими людьми нам достаточно просто быть не близкими. Итак, у нас с вами есть наш образ, и в этом образе мы выходим в мир. Это такой вот чехольчик белый и пушистый. Мы в нем формально общаемся. И нам достаточно просто с людьми, с которыми мы не ходим в близкий контакт, не эмоционировать по их поводу. И вот этот персонаж, с которым мы себя ассоциируем, иногда становится как будто нашей личностью. То есть как будто я и есть тот хороший, вежливый, замечательный. И несоответствие этому образу я буду воспринимать со стыдом. То есть когда я как будто отклонился от этого сценария, от игры этого образа. И именно в такие моменты мы начинаем атаковать себя внутри. Мы не такие, как хотели бы себя видеть. И если мы поисследуем внутренности этого белого и пушистого пенальчика, то что же мы увидим следующим слоем? Их будет несколько. Человек, общаясь со своими близкими, он чаще всего себя воспринимает как страдающим, как терпящим других.
Вот если вы поговорите с людьми про их какие-то близкие отношения, то вы можете услышать достаточно много таких формулировок про то, как другой не такой, как надо. И я его терплю, и я страдаю, ну что уже поделаешь. И этот образ нас, страдающих, нам очень нравится. То есть мы страдаем и терпим. И, конечно, в такие моменты мы забываем, что нас тоже нас тоже терпят. И если поговорить со вторым супругом, он тоже будет рассказывать, как он страдает и терпит. И в этом страдании и терпении человек как бы не хочет понимать, что он страдает и терпит другого, не такого, каким он должен быть, чтобы соответствовать какому-то тоже персонажу в моем мире. То есть фактически мы страдаем и терпим не тождественность другого. И если у меня представление о мире очень кукольное, то мне приходится очень много терпеть и очень много страдать. В страдании человек нравится себе, он такой добрый, такой милосердный, но он в этом страдании не замечает своего высокомерия. То есть я терплю несовершенство других. Поэтому для символизации этого нашего слоя личности я выбрала вот такой вот, видите, нарядный, блестящий кошелечек. Потому что если убрать нас белых и пушистых, то мы еще готовы показать нашу вторую оболочку, оболочку страдающего и терпящего этот несовершенный мир. Но если вникнуть, что в этом страдании, то мы обнаружим третий слой. Третий слой у нас будет слой злости. Я разложу наши с вами оболочечки. Это мы белые, пушистые, это мы страдающие, терпящие, а это мы злые. Почему я так уверенно сейчас сижу вам и говорю, что там точно мы злые есть? Потому что мир не такой, как нам надо, это мир, раздражающий нас. Это мир, которым мы недовольны. Но если страдания мы достаточно просто признаем и терпение, то свою злость на мир признать достаточно сложно. Потому что злость, она как будто тут же лишает нас права быть правильным и хорошим. То есть если я злюсь, то я могу злиться только по поводу кого-то. Я не сам злой, а я злюсь по поводу кого-то. И вот человек, который притворяется слишком часто белым и пушистым, он, начиная говорить про свои страдания, требует, чтобы другой эти страдания уважал, чтобы он относился к предъявлению боли как к правоте. То есть человек не задумывается о том, почему он столько страдает, почему у него столько несовпадения его представления о том, какие должны быть близкие, с тем, какие они есть на самом деле. И человек, рассказывающий, как он терпит и страдает, очень незаметно для себя переходит на гневный крик, на злость. Вот при выяснении отношений, когда ты говоришь другому, между нами какая-то холодность, что происходит, давай поговорим искренне о том, что происходит. И этот вопрос человек воспринимает как сигнал. Можно. Вот он достает свои страдания, и в эти страдания вложена, несомненно, злость, недовольство этим другим. Но человек как будто сам отрицает эту злость. Он говорит, это я так страдаю, это я тут столько терплю, сколько можно мне терпеть, ты невыносимый и так далее. То есть человек свою злость, он не воспринимает как злость. Но если искренне поговорить вообще с самим собой,
и вот как у меня получается искренне говорить с какими-то людьми в ходе своей работы, то человек в какой-то момент начинает понимать, что у него много злости. Мир бесит, люди бесят, люди не такие, как надо. И в какой-то момент происходит наконец-то воссоединение со своей злостью. То есть человек понимает, что у него куча недовольства этим миром. И обнаружив недовольство, человек наконец-то начинает понимать истинное его отношение с этим мирозданием и с людьми. То есть я, в принципе, могу ходить и говорить: ты не такой, вот по этому поводу ты не такой, вот поэтому ты не такой, ты не такой, ты не так, ты неправильно, не хорошо, не так, как надо, и так далее, и так далее. То есть как только мы снимаем оболочку белого и пушистого, как только мы снимаем оболочку страдания, мы находим вполне такого себе недовольного, бурчащего человека, который не бурчит только потому, что понимает последствия. Если я буду постоянно являть себя недовольную, то вокруг меня образуется пустое пространство, другие люди разбегутся, потому что кому приятно слушать, какой он не такой постоянно. И вот это вот отчуждение, которое возникает, это когда я уже давно не высказывала про нетаковость своему близкому. То есть наше отчуждение, оно возникает по отношению к другому человеку именно того, что накопилось много раздражения, о котором я не говорю. И многие люди, вот это все высказав, выплеснув, они опять, избавляясь от этого, опять могут войти в этот психоэмоциональный контакт. Это мы разобрали с вами, что происходит между двумя людьми. Но аналогичный процесс у нас происходит и внутри. Если у нас с самими собой близость, насколько мы искренни сами с собой. Ведь близость, она появляется именно в искренности. И когда мы говорим уже в отношениях человека с самим собой, если повезет, такое может получиться и с другим, то за этой злостью у нас еще есть фигурка нашего, наконец, «я». То есть фактически для того, чтобы обрести близость с самим собой, надо избавиться от оболочки белой и пушистой, избавиться от оболочки страдания, избавиться от оболочки злости, и тогда мы наконец-то обнаруживаем самих себя. У нас появляется с самими собой близость. Давайте немного подробнее. Когда мы с вами злимся или страдаем, в этой злости и страдании у нас есть с вами правота. Правота и хорошесть. Потому что я страдаю, потому что я хороший, мир неправильный. Или я злюсь на мир, который нехороший и неправильный. То есть в этих двух ипостасях у нас с вами есть претензия на то, что я знаю, как правильно, я знаю, как хорошо. И здесь человек не может войти в контакт с миром, потому что мир, он все время как будто враждебная, агрессивная, отвратительная некая среда. Человек отторгает, человек в этих двух оболочках находится в противостоянии с миром. И точно таких же эмоций человек может испытывать и по отношению к себе. Если мы возьмем этот персонаж, правильный, хороший, выдуманный, искусственный, кукольный, то этот персонаж как будто испытывает по отношению к нашему реальному «я» точно такое же страдание и терпение. Вспомните моменты, когда вы со стыдом наблюдали за самим собой. Или же со стыдом и терпением смотрели на свое отображение в зеркале. Вот как вы смотрите на других, типа, ну да, вот это не очень, вот это не очень, вот это, ну что ж уже возьмешь. Точно так же мы смотрим и на себя. И под таким своим взглядом мы начинаем испытывать стыд. У нас нет близости с собой, мы отторгаем себя, мы не принимаем себя. Как будто этот придуманный персонаж реально существует. И это реальное «я», которое мы видим в зеркале, оно какое-то, ну, не очень. Потерпеть можно, но не очень.
Или же мы по отношению к себе ощущаем злость, когда мы злимся на себя, когда мы атакуем, когда мы негодуем. Фактически мы сами себе устраиваем тот скандал, который можем устраивать близким, когда мы с яростью и ненавистью на себя набрасываемся. То есть фактически наши отношения с собой, они такие же отношения, как с нашими близкими. Мы или терпим и страдаем высокомерно, высокомерно, мы знаем, как правильно. Или же мы злимся. И человек находится все время под этим прессом. Он боится злости сам от себя. Вот в этой злости на самого себя близости с самим собой нету. Нету близости. Это отторжение с негодованием, злостью. Человек считает, что вот он неправильный, отвратительный. И точно так же он может думать про других людей с точки зрения своего выдуманного персонажа. Или же злость, или же высокомерие. Но близости нету. Близости нету. Давайте, чтобы было еще понятнее, разберем, например, на моем примере. Моя близость с вами, конкретно с вами, с моими зрителями. Вот есть я, и я могу играть роль персонажа, белого и пушистого, который говорит то, что вам хочется слышать, говорит, какие они все сволочи, какие вы прекрасные, говорит, что это все травмы детства, это все потому, что вас недолюбили, а вы на самом деле замечательные. Я белая и пушистая, и я говорю то, что от меня хотят слушать. И если я уже понимаю, что что-то не так с этой теорией, когда виноваты другие, ну как поменять мне мою жизнь, то я могу бояться быть откровенной, потому что я боюсь, что мой зритель, он будет смотреть на меня как на убогую, что за ерунду она говорит, или будет на меня злиться, что она такое говорит. И если я нахожусь под давлением вот этих восприятий, то я тогда не скажу то, что я хочу. Я не буду с вами искренне, у меня не будет с вами близости. У меня ее нету с собой и не будет с моим зрителем. Насколько близкие у нас с вами отношения? Испытываете ли вы эмоции по поводу того, что я говорю? Думаю, что вы испытываете злость, и испытываете чувство высокомерия, да ерунду она какая-то говорит, или же откровенную злость по отношению ко мне. И таким образом у нас с вами тоже возникает близость, потому что, во всяком случае, я вас достаю из этого персонажа. Это все равно, видите, ближе к реальному я, чем если бы только мы про белое и пушистое говорили. И если я не разобралась со своей злостью внутренней, со своим вот этим высокомерным, презрительным терпением, то мне будет достаточно сложно с вами быть в этой близости. Но я все-таки пошла на этот шаг, и я с вами откровенна. Я с вами, насколько это позволяет публичная деятельность, искренняя. Я делюсь с вами своими искренними наработками. И когда человеку есть что дать из своего реального я, то тогда и другие начинают тянуться к нему. Потому что если мое реальное я обладает знаниями, опытом, который полезен другим, то у меня будет создаваться искренность в отношениях с моими зрителями, и будет возникать ощущение среды единомышленников. Мы искренне, и ваши комментарии действительно искренне. Я считаю, что у меня с моими зрителями есть близость. Вы доверяете, вы пишете комментарии. Я стараюсь для вас делать максимально, насколько я могу, качественный контент. И я могу для того, чтобы было больше близости, только меняться сама. Я наполняюсь другими знаниями. Тот, кто смотрит меня много лет, видит, что я тоже меняюсь. Я стараюсь умнеть, стараюсь говорить что-то новое и интересное. И
эта близость сохраняется. Я знаю, что многие из вас меня там смотрят с самого начала YouTube-канала. Кстати, напишите, сколько вы смотрите мой YouTube-канал. Итак, дамы и господа, ваша близость со мной, вот попробуйте на моем примере осознать вот эту вот близость, есть она или нет. И попробуйте поговорить откровенно с собой, есть ли у вас близость с самим собой. И эта близость с самим собой, именно она определит, можем ли мы быть близкими с другими людьми. Несомненно, от других людей тоже зависит, как они будут воспринимать нас. Но близость, она требует обратного отклика. Но если нет у человека близости с самим собой, или же он близостью считает выплескивание своей злости, или я хочу поделиться тем, как ты мне причиняешь боль, или же я в формальном белопушистом облике, в персонаже, в котором нету ничего от меня, то я не получу близость ни с кем. И этапы эволюции происходят точно так же, как я вам показала. Сначала человек, когда знакомится с собой, он представляет себя белым и пушистым. Потом он обнаруживает много страданий и претензий. Потом он обнаруживает много злости. И когда все это уходит, появляется наконец-то реальное я. То есть пока мир воспринимается через белость, пушистость, идеалистичность, через страдания или злость, контакта с миром не будет, потому что здесь всегда есть моя правота, здесь есть мое царствие. А реального я, у которого нет права предъявлять претензии, которые есть, и мир тоже есть, вот оно появляется только потом, только потом. Так что посмотрите и напишите в комментариях, где вы находитесь. В белом и пушистом, страдающем, в том, кто уже признает свою злость, или же вы уже обнаруживаете свое реальное «я», которое непретенциозно относится к этому миру. И напоминаю вам, что будет школа эмоций 4 и 7 и 14 июня. Мы будем исследовать эмоциональный интеллект, эмпатию. И, надеюсь, эмоции станут более признаваемы после этой школы, потому что из-за того, что человек не может свои эмоции присвоить себе, он не может ими управлять. И из-за этого многие блага жизни ему становятся недоступными. Вот, например, как реализация личности, она напрямую зависит от того, насколько человек может выдерживать эмоциональное напряжение в этом процессе. А я с вами... еще не сказала, есть электронная книга, первая. Первая книга электронная есть, будет ссылка под этим видео, или можно зайти на сайт. Вы мне просили электронную книгу, она появилась в продаже. Вот теперь точно прощаюсь, до встречи.